Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартио. Я вижу, тут у меня уже такой апгрейд, правда, не очень хороший. Лучше бы это был бы гоблин за одну монеточку, чтобы я сразу мог очень много денег заинкамить. Но, по сути, ладно, спасибо на этом, в принципе. Но собирать я эту виверну по-любому не буду. И сразу хочу сказать, я хочу попробовать нового героя. Вчера ролик вышел, и я говорил, что ролик будет со старого патча, по той лишь причине, что я обычный работяга, как и все, обычный заводчанин, который работает на работке и снимает ролики в свое удовольствие. Поэтому я сегодня целенаправленно буду пытаться записывать Муэрту. И сразу скажу то, что я подстилил некоторые билды. И один билд мне очень понравился. Выглядит это довольно-таки сильно. И расскажу сразу минусы и плюсы этой сборки. Не, надо панду брать. И я хочу, наверное, Мирану взять по той лишь причине, что я буду играть через Муэрту. А Муэрта это нежить плюс охотник. По этой же причине я и хочу ее взять. Она прикольная, она сбалансированная, даже я так скажу. Не имбалансная ни в коем случае. Ну, короче, по всем плюсам и минусам мы поговорим, когда она, соответственно, сама придет, когда я соберу свой билд и вам покажу. Со старта я играю как обычно, то есть через мехов, гоблинов, вот такие вот билды. То есть любой сильный стол, который мне со старта придет, на том я и буду играть. И все. Еще и гида Джаггер. Так, ну мы берем и Эгиду, берем и Джаггера по-любому. Эгида очень сильный персонаж, сейчас Дискорд со старта пришел, было бы вообще песня. Ну, Блинк тоже неплохо на самом-то деле. Хотя на самом деле лучше бы мне... Да что ж такое? На самом деле лучше бы мне пришел кольцо и пришла мана плюс 40. Два сильных предмета. Кстати, на третьем раунде теперь... А может мне кунг-фу панда придет, а? Может, шаман мне в двойку ранее сейчас вот это придет, панда-шаман. Это будет вообще просто шедеврально, как по мне. Брошка, посох забвения, рок войны. Брошка мне не нужна. То есть у меня не будет снайпера в билде, поэтому мне нужен посох забвения. На самом деле я бы взял. Или же попробовать персик наролить. Или раконцы какие-то. Да. Боже. Боже, вот такой ролл, вот такой рандом я обожаю. Вот такой рандом я обожаю. И, кстати, вместо пивной панды я поставлю Шторм Спирита, чисто по той причине, что мне кажется, он будет намного сильнее. Но тут уже зависит от того, какой у меня будет рандом и как сейчас у меня будут кирпичики эти летать, соответственно. Но, судя по всему, да, тут я откисаю, похоже. Похоже, откисной. Да, да. Ну ладно. У него раконцы со старта пришли. Неплохо, неплохо. Вау. И разор, и мехи. Не, ну мехов я по-любому возьму. Есть еще Тракса, но я не знаю, хочу ли я ее взять. На самом деле я не особо хочу ее взять. Поставлю разорчика, потому что у него массовый урон магический. И он, мне кажется, будет посильнее намного. Можно и Джаггер было бы продать, но, короче, такое. Кстати, ребят, хочу выразить огромную благодарность своим подписчикам за то, что вы мне помогли купить пауэрбанк, когда мне он нереально нужен был. Еще мне сейчас Дискорд пришел. Поэтому, ребят, огромное спасибо вам. Еще раз вот наступил тот момент, когда мне реально очень сильно понадобился этот пауэрбанк. Боже, посмотрите, какая это панда. Просто это топчик, а не панда. Я очень люблю эту панду, потому что она нереально мощная. Еще и гоблин пришел, еще и омник пришел. Боже, что так сильно? Не, омника по-любому надо брать. Омника по-любому надо брать. Поэтому поставлю сейчас гоблина. Надеюсь, конечно, у меня получится выиграть. Разора я продал. Эгиду поставил. Потому что Эгида, ей не нужна мана. И она, в принципе, со старта может сразу кастануть свою способность. И, в принципе, снести огромную часть стола. Это так. Вот. Вот. Я видел тут... У меня есть спектра легендарная, но собирать ее я не особо хочу. Поэтому, ну как, в двоечку пойдет. То есть в двоечку, ну в троечку было бы еще, конечно, лучше. Но я все равно хочу показать мощь Муэрты, насколько она сильна в этом патче, насколько в целом все будет хорошо или плохо. Но, кстати, хорошо, что я только что поставил именно две эгиды, а не Разора. У меня бы сейчас АМ просто присосался, и что бы я потом делал? Опа, плюс монетка. Сюда. Боже, ну просто посмотрите, насколько это мощная панда. Просто шедевральная. Шедевральная панда. Еще... И банш. Так, начало мне нравится. Начало мне по-любому нравится. Я, наверное, поставлю две панды сейчас. Я уже монетку с него поимел, с этого гоблина.
Нужен ли мне Омник на самом деле? Не, ну если Омник придет со старта в двойку, это будет очень сильно. Еще если и Гида придет в двойку, то это вообще овер сильно будет. Ну, короче. Не буду пока что загадывать. Вот как оно приходит, так оно приходит. В принципе, это пока что очень сильно. Так, против меня гриттер есть. Просто посмотрите, сколько нежити в катке. Все хотят потестить эту МР, и собирает именно через нежить. Но я покажу один овер сильный билд. Не буду его палить со старта. Просто увидите. Ну, надеюсь, конечно, что мне на лицо в это время не накидают. Я смогу вам показать этот билд. А то я сейчас загадываю, что что-то получится. Боже. Как же хорошо мне сейчас пришло. Боже. Это круто. Две банши. Может, сейчас банши в двойку придет. Да гида... Вот смотрите, сейчас бы мне пришла гида в двойку, банши в двойку, шаман в двойку. Это была бы вообще песня. Минус, меня может сейчас гриттер разорвать. Мои шаманы не будут станет этого гриттера, а силен этот шаман в том, когда он накидывает свои кирпичи, не мало ли того, что много физического урона наносит, так они еще и стан огромный дают. И когда убивают какую-то фигуру, этот скилл же обновляется, это прям очень сильно. Плюс у меня сейчас еще персик есть, там вообще просто разрыв лютый. Вот просто посмотрите. Одни кирпичики, сразу половины хп нету, пацанов. Нормально, нормально. Вот просто посмотрите. Не, это очень сильно. Это очень сильно. Шаманчик, Абадон. Но Абадон мне не нужен, мой билд. Шаманчик мне по-любому не нужен, этот билд. Можно было бы поставить как бы автохекс, но я не особо хочу его ставить. У Анфани огромный винстрик. Можно богов поставить. Хотя, мне кажется, боги будут пока что слабенькие. Хотя у меня два шамана. Может, и будет сильно. Так, пивную я продам, чтобы выйти в 20 монет. 9 раунд, у меня 20 монет, 98 хп. Примерно неплохой такой стол на самом-то деле. Мне пока что все нравится. Нежити огромное количество. Вот просто огромное количество. Просто посмотрите, насколько много нежити в катке. Вот каждый хочет попробовать Муэрту. Каждый. На самом деле, ну, я бы тоже пробовал. По той лишь причине, что это новый герой, это что-то интересное. Плюс можно закомбинить ее чуть-чуть. Пока идет то, что пока идет как надо. Я оставлю сейчас Рубика на стол, хотя мобы, наверное, я сейчас уберу этот билд. Мне кажется, это будет слабо. Я, наверное, лучше поставлю сейчас либо пивную панду, либо двух банш. Сейчас, короче, посмотрю, как лучше будет сделать. Гранд Геральт мне не нужен. Хотя... Не, ну... Ладно, я, наверное, пока оставлю, по той лишь причине, что у меня есть персик, плюс КД богов 30%. Или банш оставить. Ладно, я оставлю банш, потому что как минимум они смогут закасить свою способность, и будет намного больше импакта, как по мне. Но это мы сейчас как бы проверим. Прав я или не прав. Панда дает миссы. Пару тычек все-таки сможет промазать. Плюс стан, плюс все. Боже, посмотрите, насколько это мощно. Сейчас бы Анфани ко мне пришел, я бы его... Так, яйцо по-любому буду сейчас шамана юзать. Шаман в двойку, вот это вот панда в двойку. Это просто... Это разрыв. Вы сейчас сами увидите, насколько много импакта она вносит. Единственный минус, она не работает против гриттеров. Молот мне как бы нужен, но мне и талисман, в принципе, счетчика пригодится этот. Или рольнуть. Ну там, в принципе, мне только арканцы нужны. Либо же острые наручи. Ладно, я талисман возьму, он как минимум дает броню. Он как минимум дает возвратку 50%. Меня, в принципе, все устраивает. Панду одну... Я, наверное, пока пандочки оставлю. Мало ли она в двойку придет. Хотя, на самом деле, лучше бы... Ну, сейчас посмотрим, может, я пивную оставлю, но я думаю, Шторм Спирит был бы намного лучше, чем... Просто, ну, боже, как это выглядит? Просто посмотрите. Огромная тонна урона. Я просто 2800 урона накинул. Мало того, что у меня есть возвратка, вот эти 50% чистого урона. У меня... Оу... Неужели за все мои страдания сейчас ко мне приходит такой сильный стол? Вот серьезно, за все мои страдания ко мне приходит такой сильный стол. Банши в двойку, Эгида в двойку, Шаман в двойку.
просто сейчас рандомно, ну, отыгрывается на мне по полной программе и дает мне все, лишь бы я отстал от него и не наговаривал на него, не наговаривал в целом на эту игру. Ну, посмотрим. Так, Анфани, давай ко мне приходи. Опять нет. Слышь, ты мою Муэрту не собирай. Аудитор, не собирай мою Муэрту, по-хорошему я тебе говорю. Не собирай, это плохо кончится. У тебя нет денег. Ты не подтянешь. Ты не подтянешь, послушай меня, ты это не подтянешь. Ты физически это не потянешь. Денег у тебя нет. Муэрта моя, запомни. Боже, посмотрите, сколько в катке мертвецов. 4 мертвеца в катке. 4. У него там инчей полный стол. Не, ну то, что, конечно, ко мне пришла... Боже, Рубик, ты мог нормальную способность стырить? Какую же ты Г стырил? Вот честное слово. Да. Если бы он не стырил вот это вот Г, было бы очень хорошо. Но он стырил это Г. Вы просто посмотрите сейчас импакт панды. Просто смотрите. Чпуньк. Чпуньк. Этот стан с минимальным КД это нечто. Просто баталия. Эгида в двойку под бафом гоблина против моего шамана. Как вы думаете, кто кого? Я ставлю на шамана. Кирпичики всегда сильно. А это Анфани был! Шикарно. Нужен ли мне жрец в моей билде? Так, пандочку продам, возьму эгиду. Наверное, Марси мне придется уже скипнуть, она мне не нужна. Или оставить пока что. Мало ли кунг-фу панда придет, я смогу фуловый кунг-фу поставить. Короче, я ее продал, чтобы иметь гарантию в 50 монет, и мне нужно, ну, точнее, не можно, а мне нужно максимально быстро выходить сейчас в деньги. Ой, в уровень. Мне нужен 10, чтобы выставить свою синергию, которую хочу вам показать. Овер, сильную синергию и максимальная реализация Муэрта. Я думаю, сильнее реализовать ее невозможно. Хотя, я думаю, возможно. Ну, короче, это все в конце, а то я сейчас буду спойлерить заранее. Я пока движусь к своей цели. Нужен? Ну, не, жрец мне не нужен. Жрец мне не нужен по той лишь причине, что он будет очень слабым. И в мой билд он не вписывается, который я хочу показать вам. Самое забавное, что сейчас уже 15 раунд. Да, у меня банша там пришла в двойку, все хорошо, конечно. Но где Муэрта? Где моя Муэрта? Где этот знаменосец смерти? Или как это? А ну пишите мне, кстати, в комментариях, как расшифровывается Муэрта в доте. Это, если я правильно понимаю, это вестник или шаман. Короче, не буду говорить, а то я сейчас сглазю какую-то бредятину скажу. Короче, лучше вы мне напишите в комментарии, кто такая Муэрта, что она вообще такое, с чем ее идет и тому подобное. У меня сейчас, ну, реально хороший стол. Вот. Давай сейчас что-нибудь полезненькое еще с 3-го тира выпадет, например, взгляд АЗСа. Я буду просто рад нереально. Или цепочка. Вот взгляд АЗСа, либо цепочка. 2 предмета обалденных. Так, 8 я взял. Выставил сейчас full пант. На самом деле, в идеале, чтобы мне пришел какой-то волшебник, чтобы я смог выставить фул богов. Под фул богами моя панда будет просто разваливать так, как никогда. Ну, какой... Маска? Бред. Молот грома? Вроде бы норм, но бред. Он мне не нужен. Что мне сейчас выпадет? Ну... В принципе, этот предмет немного апнули. Дает сейчас сопротивление к магии плюс 30%. Это уже не такой бесполезный предмет. Но я все-таки считаю, что это еще бесполезный предмет, потому что есть аналоги, которые намного... Боже, я открываю таблицу и смотрю, там 3 мертвеца. Просто 3 нежити. Ну вот, и где моя Муэрта? У них, конечно. Как-то так, как-то так. Вот смотрите импакт. Бум, станчик. Сейчас, конечно, это долго, но просто обращайте внимание. Чпуньк, станчик. Чпуньк, станчик. Чпуньк, станчик. Чпуньк. Боже, как же это сильно. Я уже 8 уровень на 16 раунде. И Муэрта, и волшебник. Так, надо фул богов выставлять, по-любому.
По-любому нужно выставлять фулл богов. По-любому. Сейчас у меня эгида будет с минимальным КД кастовать. Да что ж такое? У меня сейчас эгида будет с минимальным КД. Да елки. Сейчас эгида будет с максимальным КД кастовать. Банши с максимальным КД. Вот этот вот шаман с минимальным КД. Просто посмотрите. Посмотрите КД. Мало ли того, что у меня там персик. Все, мне ну, волшебник морской не нужен от слова совсем. Мне сейчас единственное, что нужно, это демон, который ману дает. И вообще шикарно. Ну, как-то вот Банши пришла, Муэрта пришла, ну и на этом закончили. На этом мы закончили, к сожалению. Обидно. На самом деле, кстати, панды мне уже не нужны. Я собрал свою основную цель, это панду шамана в двойку. Сейчас поставлю, наверное, баф воинов. Хотя, нужен ли мне этот баф у воинов? Может поставить просто Муэрту? Да, я все-таки поставлю Муэрту, мне кажется, она будет намного мощнее. Хотя и баф воинов тоже был неплохой. Она будет с минимальным КД постоянно. Чпуньк. Жалко, ледяной доспех юзается на том месте, где я был в прошлый раз. То есть вот в начале катки как юзнулся вот этот вот ледяной доспех. Ну и все, на этом закончили. На этом мы закончили. Так, я возьму кунку, у него все-таки есть контроль. Поставлю его, плюс бавоина буду иметь. Шикарно? Шикарно. В принципе, первый баф воинов, он довольно-таки неплохой. Против меня еще такие билды интересные. Все пытаются упороться в нежить, никому друг другу ничего не дают. И ты такой... Ну, я тоже хочу нежить, грубо говоря. Поделитесь. Но мне нужна только Муэрта, мне никто другой не нужен. 12 винстрик. Боже, может это будет та катка, где я ни разу не проиграю? А, ну да. Я забыл за Гриттера немножко. Пришел бы мне Некр, я бы 100% выигрывал этот раунд. Но Некр мне не пришел. Просто отдал винстрик просто так. Обыкновенному Гриттеру. Меня это... Короче, если просто пришел бы Некр, у меня было бы минимально от хила, от чернокнижников. Ну, рандом он такой. Скорее всего, мне просто нужно было отдать ледяной доспех гиде, и было бы все хорошо. Дебаф бы на гриттеров сработал, у них бы не была такая скорость атаки, и все было бы замечательно, как по мне. Просто короче, один вот этот мультик, у него 9 нежити, он самый опасный для меня. Вот самый опасный для меня это вот этот вот мультик сейчас. Хотя с моим шаманом, вот этим пандой, я думаю, что проблем у меня не будет вообще. Никаких. Ни грамулечки. Просто посмотрите, насколько это было люто. Я не выпустил из-под стана никого. Вообще никого. Так, этот конь мне нужен по-любому. Его я по-любому беру. Вот, цепочки берем. Берем цепочки по-любому. По-любому. Я еще думал благодать России взять, но цепочки намного мощнее будут. Поэтому беру цепочки. Вот эти бусы, они мне пригодятся. Бусы все-таки дают отхил. И когда я поставлю сейчас, когда я поставлю чернокнижников, то у меня будет, соответственно, еще баф чернокнижников, у меня будет море отхила. Я буду чувствовать себя замечательно. Хорст поставил богов жрецов, но он... он коннектился. Все, я понял. Там боги-жрецы будут. Окей. Окей. Если что, я вебку никак не могу там усилить по яркости и тому подобное. У меня телефон стоит как вебка, поэтому приложение, соответственно, сторонние. И там нет такой фичи, как автояркость, автофокус и тому подобное. Просто через программку. Ну, в будущем я куплю вебку по-любому. На это просто немножко нужно времени. Но кого интересуют мои проблемы, естественно, никого. Поэтому давайте переключимся на игру, и все, больше об этом вспоминать я не буду. Так, Зефирка, это еще не полные 9 нежить, поэтому, в принципе, не дает она мне никакой опасности. Ее, в принципе, сейчас развалит. Просто вот посмотрите, КП просто не отнимается. Вообще не грамульки.
Чпуньк, 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 все, вынес. Фу, квапа. Жалко, только мне квапа не нужна. На самом деле, я, наверное, сейчас поставлю баф чернокнижников. Там есть СФчик, чтобы еще было 10% от хила. Хотя 10, или сколько, 15%. Хотя 15%, даже, ну, 10 и 15% это очень мало. Вот эти бутсы полностью компенсируют мне весь отхил. Хотя на самом деле, можно было бы и поставить, как по мне. Можно было бы. Хотя я не особо уверен. Вот еще не особо уверен. Так, Анфани, иди сюда. Просто посмотрите, что сейчас будет Анфани. Щук. Слышишь, дорогой? А Марси в тройку ты откуда взял? Можно узнать? Мне нравятся вот такие вот люди, которым приходит Марси в тройку. Это сильно. Ему еще и Радианс пришел. Если бы у меня сейчас фуловый кунг-фу пришел... Да, это... Пока вместо Муэрты поставлю, Муэрту в единицу. Анфани перестроился в гритеров, все понял. Мне бы тоже перестроиться в свой билд, но у меня пока очень слабо все. То, что не у Марси в тройку, это очень сильно. Каким образом он ее собрал так рано, я ума не приложу. Чтобы вы понимали, у меня Муэрта в единицу стоит. Несмотря на то, что я уже почти 10 уровень. Так, хпшку я скипну. И возьму магический посох, чтобы усилить свою гиду. Под дебафом Дискорда, плюс вот эти вот 15%, плюс эгида все время скелится по игре из-за того, что персонажи, точнее не персонажи, а фигуры противника постоянно апаются, у них больше хп становится, т.д. и т.п. Короче, урон растет все равно. Боже, ну посмотрите, какой импакт от этой панды. Вот сейчас напишите в комментариях, насколько сильный импакт этой панды. Она просто не выпускает из контроля, наносит тонну урона. Я мультика, которого опасался больше всего, у которого было 9 нежити, вынес без шансов. Так, Марса ап. А чё, можно Мэрту? Так, Кунга мне не нужен, поэтому я его скипаю. 24 раунд. Ребята, пишем в комментарии, запоминаем. У меня 24 раунд сейчас. На 24 раунде у меня будет 10 уровень. Так, гиду я скипаю, она мне не нужна будет. Я лучше сейчас попробую паролить. И Муэрта, и Спектра, и Вот так, я поставлю баф чернокнижников. Мне кажется, это будет намного сильнее. Короче, что я хотел сказать. Я хотел сказать то, что вот смотрите, сейчас у меня 24 раунд. У меня будет 10 уровень. Муэрту я ставлю на автопокупку. Да, тут много... Ну, кто-то напишет сейчас в комментарии из-за того, что много нежити, по этой причине ты не можешь собрать Муэрту. Соглашусь. Но если обратить хорошенько внимание на их столы, то у них Муэрта не огромная. Я понимаю, если там у кого-то Муэрта была прям огромная. Вот смотрите, у этого чела даже в единицу Муэрта. О чем говорить? Боже, насколько это сильная панда. Это просто невероятно сильная панда. Я думаю, все ребята, которые сейчас против меня попадают... Вот Гритер. Вот же ты... Мерзопакостный ты, Гритер. Я надеюсь, что у меня получится сделать ему атата. Чтобы он больше на Гритерах не играл никогда. На самом деле, я вот буквально последних пару видео говорю о том, что Гритеров просто невероятное количество стало. И что мы видим? В катке 2 Гритера. Я реально не понимаю, почему их стали так сильно собирать. Так, ребята, я сделал небольшую обрезку, потому что чел в чат написал очень много некорректных слов, поэтому я просто этот момент вырезал. И все. Я не хочу, чтобы там у меня на YouTube проверки были какие-то еще проблемы там и тому подобное. Поэтому я просто это вырезал, этот момент. И... Ну, я думаю, раунд с мобами никто особо... Ну, короче, я думаю, что никто не расстроился из-за того, что я вырезал момент с мобами. Зимнее объятие. Или хрустальный топор. На самом деле, и то очень сильно. Я поэтому лучше возьму, наверное, зимнее объятие. Вот этот ледяной доспех я отдам сейчас Эгиде. Хотя на самом деле, какой Эгиде? Мне надо, наверное, Спектру это перекинуть. Мне кажется, Спектру это будет сильнее, хотя и... Или Эгида будет сильнее. Давайте сейчас посмотрим сначала. Либо же я все-таки перекину.
Вот абсолютно каждый играет на нежити. Прекратите играть на нежити, алло. Я заметил, кстати, за собой один момент. Я покупаю фигуру и сразу же ее продаю. Не знаю, с чем это связано, но просто заметил такой момент. Ну, я возьму Мьёльнир. Для моего билда, для реализации Муэрта, мне по-любому нужен Мьёльнир. По-любому. Поэтому я сейчас взял, пересобрал и собрал Мьёльнир, потому что он очень нужен. У Муэрты скорость атаки не такая огромная, и в моем билде, который я хочу вам показать, у нее не будет огромная скорость атаки. Вот, кстати, пришел ко мне опять Гритер с лондруидом в тройку. Ну, понятно, я АФК простоял, потому что мне безоружащую накинули, спасибо, похавал. Очень вкусно. Сейчас еще тюрьма, еще тюрьма, и еще тюрьма. А, безоруж. А, тюрьма еще. Боже, посмотрите, как молнии работают. А ну-ка, кстати, напишите мне в комментариях один момент. Я вот просто сейчас заметил и немножко этого... Опа, сюда. И немножко этого не понял. На камне этой панды распространяется... О! Боже, одна фигура лучше другой. Одна лучше другой. Ну, кстати, из-за того, что здесь гриттер, не особо-то мне эти станы помогут. Я уверен, что они мне вообще не помогут из-за того, что там есть два гриттера, но хотя бы против нежити я немножко еще поживу. Так вот, вопрос заключается в чем? Неужели Мьёльнир распространяется на кирпичи этой панды? Если это действительно так, вы просто вдумайтесь, насколько это имбалансно. То есть, каждый ее камень не только наносит стан и наносит урон, с минимальным КД. Такой он еще и молнии могут... Ну, то есть, от него могут еще и молнии сработать. Просто, чего я сейчас это спросил, этот вопрос? По той лишь причине, что, как вы могли обратить, в предыдущем раунде панда просто ФК стояла. Может, конечно, там рандомным образом сработали молнии с его первой тычки, либо как-то так. Но он просто стоял и хилился. Так, это охотники. Но охотников я не боюсь. Просто смотрите, насколько сильно я сейчас его буду выносить. Без шансов. Даже у него Муэрто в двойку. Серьезно? Муэрто, дайте говорю. Так, надо эту нежить, ну, защищать уже. Пора нежити отдыхать. Пора идти и в next. И дать волю молодым. Так, алхимика по-любому беру. В мой билд он понадобится. Поэтому тролля я скипаю из-за того, что там есть. Так, ух ты, банш приходит. Некар! Зевс! Вау! Так, я пока сделаю так. Так будет намного сильнее. Хотя, конечно, есть дебаф нежити. И для моей панды это явно в лучшую форму не сработает. Да, я, наверное, все-таки нежить оставлю. Или не оставлю, или оставлю. Наверное, я сейчас посмотрю раунд. Если что, то поменяю уже. Мне бы хотя бы Муэрто в двойку пришла, я бы уже мог уже свой билд перестроить. Так, это жрецы. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, он мою панду под контроль забрал. Нет, чтобы гиду забрать, он мою панду под контроль забрал. Серьезно? Она, конечно, сейчас ко мне вернулась, но, скорее всего, я проиграю этот раунд. Ну, не скорее всего, а я более чем уверен, что проиграю. Хотя вечные станы. Может, у меня есть шанс? Не, походу, нету стана. Нету шанса, точнее, стана. А не. Нормально так. Порвал чисто чела. Поиграла на... Опять панда пришла. Шо ж ты мне панда так не приходи... Так, Муэрто в двойку. В принципе, молния у меня есть. Да, я, наверное, уже перестрою свой билд. Так, это скип. Скипнуть панду? Ну, наверное, да. Так, Дискорд я скипнуть не могу. Расстановку я сейчас сделаю таким образом, чтобы они максимально стояли друг от друга подальше. Чтобы когда хрона накидывалась, хрона не накинулась на всех. И у меня было время пережить как бы хрону
закастоваться. Молнии, кстати, я перекидываю в Мэйру, то она уже в двойку. В принципе, ей полезно сейчас быть с молниями. Кстати, вот этот Варлок, он мне вообще не нужен будет по игре. Я вот сейчас так подумал, если будет против меня Гритер, смысл мне от этих вот сумонов Варлока. Стана не будет? Да, это больше целей будет. Просто... Короче, обратите внимание, сколько в игре нежити. Я сейчас немножко, ну, скажем так, был в шоке. Вот нежить против меня раз. Спектру тоже нашел. Я уверен, что если бы не эта панда, вот реально, если бы не моя пандочка, вот эта в двойку, которая мне пришла очень рано, плюс боги, я бы такого не смог добиться результата. Просто вынес, не оставив ни единого шанса мертвецу. Так, ты сюда. Жрец этот мне не нужен, этот убийца мне не нужен. Так, банша мне нужна. Опа. Сейчас. Да, я Варлока продам. Поменяю на алхимика уже. Возьму Зевса. Так, два. Спектра. Так, Тракса погуляй. Или не Тракса. Или Тракса, да, погуляй. Ты погуляй. 50 монет буду сидеть. Вот смотрите, у меня с 24 раунда 10 уровень. Мне пришли хорошие легендарные фигуры. Ну, не идеально прям, но хорошие. Мне бы сейчас камень Киры упал, я бы вообще от радости описался. Ну, просто если камень Кира придет. Хотя на самом деле мне куча предметов нужно. Мне нужны криты, мне нужны... Короче, мне нужны Мьёльнир, криты, МКБ, Бессмертие, Шихан. Аж... Я не понял, что сейчас происходит? Почему мне так хорошо приходит? Реально рандом решил... Ладно, я понял. Сглазил. Да. О, неплохой, кстати, предмет мне пришел сейчас. Так, магический урон плюс 15% тебе, ману тебе, дискорд, в принципе, скипаем. Не нужен. Ребят, напишите в комментариях, зачем нужен этот клевер. Вот честное слово, я тестил, и у меня ничего не вышло. Вот напишите в комментариях, что думаете вы. Но я на самом деле, вот я же говорю, я тестил, и никакому выводу не пришел от слова совсем. Чё за бред? Кто знает, в комментарии пишем. У меня просто ни разу этот предмет не сработал, как я хотел. Кстати, я сейчас уже свой билд выставил. Посмотрите, какой красивый билд. 4 бога, 4 чернокнижника, 6 нежити и 3 охотника. Ну, в данном случае 4, но это чисто из-за того, что есть волшебники. Это красиво. Очень красиво смотрится. Минусы. Это Гриттера. Я очень опасаюсь... Ясно. Ева без оружия постояла ФК. Понял, спасибо, принял. Угу. Короче, мне здесь по-любому понадобится доспех экзорцизма. По-любому. Без доспеха я... Так. Обалдеть, мне хан пришел? Что? Так, бог-жрец остался, поэтому сейчас нужно предмет один скипнуть. Сделаю вот таким вот образом. Хотя, на самом деле, можно было бы зимние объятия отдать хану. Сейчас, в принципе, на хана, я думаю, будет прилетать обезоруж. У него, наверное, будет самая сильная тычка. Но в идеале, знаете, чтобы мне пришел предмет 4 тира, это МКБ и синергия Киры. То есть, выпадает камень Киры, моя Муэрта становится нереально сильной. Минус в том, что уже 31 раунд, а Муэрта у меня только в двойку. Угу. Еще 2 Гриттера. То есть, самое опасное для меня... Боже, еще чел Башер нашел. Короче, без доспеха экзорцизма мне здесь делать просто нечего. Чел нашел 2 обалденных предмета. Взгляд Азеса, Башер, Радик. Ну, для Марси это, конечно, в гриттерах такое себе, но на самом деле Радик очень помогает под гриттерами. Плюс это Марси. Ей вообще предметы на скорость атаки не нужны. Но, кстати, получается, это баталия
двух керри, у которых скилл ограничивается тычкой. Ну и, короче, как вы можете видеть, вот я говорил, что вначале буду объяснять, почему, типа, это сильная сборка, ну и минус ее, соответственно. Сильная сборка тем, что она вечно будет сейчас находиться в своей форме. Вот. Как мы видим, посмотрите, как она разваливает. Просто посмотрите на это. Это очень сильно выглядит. МКБ не хватает. Сильно? Очень сильно. Реально очень сильно. Плюс это нежить. То есть, смотрите, в чем сила этой синергии. А может... Только хотел наныть. Можно мне какое-то усиление придет? Желательно, чтобы мне банша в тройку уже пришла. Вот пораньше немножечко. Ну, кстати, ребят, кто все-таки заметил, как работает этот клевер, напишите в комментариях. Потому что я на самом деле без понятия, как работает этот клевер. Я не могу еще духовный талисман скипнуть по той лишь причине, что против меня есть этот... Ну, кстати, так. Криты, отлично. Так, два предмета, которые мне нужны, они у меня есть. Плюс персик есть. Пока все шикарно. Персик дает мне манореген. Мьёльнир дает мне скорость атаки. Плюс молния, естественно. Плюс манореген, естественно. И криты дают мне урон. Плюс криты. Так вот, давайте поговорим о плюсах-минусах этой сборки. Минусы, я думаю, вы сейчас в катке увидите по-любому. Они как бы будут наяву. Опять АФК стоишь. Без доспеха экзорцизма этот билд очень слабый становится. Как мы видим. Просто не хватает доспеха экзорцизма. Меня сейчас просто испепелят, да? Понятно. И вот, кстати, еще один минус. Очень предметозависимый герой получается. Без хороших предметов вас законтрят вот такие вот предметы. Доспех экзорцизма, шар бездны, БКБ. И вы просто ничего не можете сделать. Плюсы. Вы эвейдите все физические атаки, кроме чистого урона. То есть чистый урон вам наносится по-любому. А все физические атаки вы эвейдите на 110% в этой форме. И минусы. Долгое КД. И если вы выстрелили все патроны, которые там написаны, а там их, по-моему, 9 штук в конце. По-моему, 9 штук. Сейчас, секунду. Мне просто надо еще подумать немного, как правильно забилдиться против Гритера. На самом деле, доспех экзорцизма по-любому нужен. Без него я буду как без рук. Ну вот, смотрите, продолжительность 6 секунд, увеличенная атака 125 секунд и КД 9 секунд. То есть под богами это 4,5 секунды, и то, что там пишет продолжительность, это 6 тычек. То есть вы даете 6 тычек, плюс у вас, кстати, пассивная способность встроена, что у вас есть возможность нанести еще доп-тычку с шансом 50%, если она в тройку, естественно. Боже, посмотрите, как она меня выносит, этот гритер. Вот что с ним делать? Ну вот, кстати, вы можете наблюдать, вот башер сработал, все. Без доспеха экзорцизма я ничего не могу сделать. Меня чел просто вынес за баш. А можно мне уже банши придет в троечку? Можно? Ну, пожалуйста. Ну, чуть-чуть. Не? Нельзя? Ну, так вы так сразу сказали, что нельзя. Я бы не рассчитывал на нее. В идеале, чтобы мне сейчас пришел с этого короля либо экзорцизм, либо Кира. И на самом деле, что экзорцизм, что Кира очень хорошие предметы, они мне очень сильно нужны. Но и МКБ мне еще нужно. Без МКБ я буду как без рук. То есть, смотрите, приходит мне сейчас МКБ, Кира. Будет шикарно. И экзорцизм тоже будет шикарно по той лишь причине, что я буду вводить хотя бы этот стан, этот башер от Марси. То есть, очень много предметов нужно, чтобы реализовать эту Марси. И посмотрите, 35-й раунд, у меня до сих пор Марси в тройке нету. Ну да, в принципе, чего я ожидал. Вообще, надо еще расстановку немножко поправить, как по мне. Так, ну хрустальный топор это хороший предмет. Хотя на самом деле я все время бью магией, поэтому мне этот предмет как-то до одного места. Башер мне не нужен. БКБ мне не поможет против Башера Марси. Буду скипать. Только хотел сказать, боже, спасибо за хороший предмет. Ну, спасибо. Ладно.
Надо немножко, наверное, подождать. И попробовать рольнуть либо предмет 5-го тира, либо 4-го тира. Но на самом деле ждать я не буду, я лучше возьму уже доспех экзорцизма сразу. Боже, я же немножко стал заговариваться с этой проблемой. Так, один предмет я нашел. Мне бы теперь в идеале МКБ, бессмертие, и все будет хорошо. Духовный талисман скипать я не могу, потому что против меня есть жрец. Если я его скипну, то... Ну, конечно, вот, Марси, тот персонаж, которому не нужна скорость атаки, он нашел все шмотки. Ладно, будем пытаться бороться. И еще один Марси. Точнее, там еще одна Марси с идеальными предметами под кунг-фу. Так, ну давай попробуем. Не, ну тут Марси в тройку, я его просто не перебиваю. Если бы, наверное, у меня была моя эрта в тройку, я бы еще что-то мог сделать. Хотя на самом деле мне нужно было бы МКБ, Ира и Бессмертие. Это было бы идеально. Но посмотрите, я, конечно, кучу всего и выезжу. Но из-за того, что у чела есть просто МКБ, а у меня его нету, я по нему не попадаю. О, спасибо. О, и Хан пришел. Вы сегодня все вместе решили сходить ко мне в гости, да? До сих пор не пойму, как работает этот листик. Как он работает? Не понимаю. Ну, кстати, жрец молодец. Несмотря на то, что тут два гритера, он сыграл на жреца хорошо. Хотя на самом деле ему просто, наверное, гритер не приходил. А так, я думаю, гритер бы его просто испепелил. Без шансов, я думаю. Так, у них здесь ничья. А можно, ну, уже 37-й раунд, мне там Муэрто приходить начнет. Ну, рандом не подумал об этом? Мне бы Муэрту в троечку. Ну, как бы уже время, пора. Не? Ну, скорее всего, рандом сегодня не на моей стороне, поэтому не. Так, ребята, держим все вместе сейчас кулачки, чтобы мне пришла Муэрта. Так, это тот гритер. Не, ну... Хотя... Ну вот, смотрите, сейчас, видите, я в форме нахожусь, но Марси последним своим ударом пробил... Я его вынес. Аж нос зачухался, обалдеть. О! Шикарно, там вылетел жрец, я теперь смогу шмотки скипнуть. Хотя на самом деле пока не могу шмотки скипнуть. В общем, Марси своей последней атакой по-любому попадает по мне. Так, улучшение небольшое, отлично. Вот бы в идеале, конечно, мне Муэрта приходила, а не этот олень. Ну ладно. Обидно, конечно, что мне приходит именно олень, а не Муэрта. Вот сейчас нежити не осталось. Почему не приходит Муэрта? Не знаю. Кто знает, а? Я не знаю. Да не, я его не выношу, видите, он просто ставит свою хрону. Прилетает башер от Марси и все. Плюс у него МКБ. Если я не нахожусь в своей форме под скиллом, то он меня выносит без единого шанса, даже намека на... Так, яйцо, отлично. Я, наверное, сейчас охотников разберу. Хотя на самом деле, наверное, это ошибка разобрать охотников. Не знаю, сейчас посмотрим. Мне очень долго приходит Муэрта. Объективно, мне очень-очень долго приходит Муэрта. Невообразимо долго, я бы так это назвал. Пришла бы она мне намного раньше, результат бы совершенно был иным. Но просто смотрите, я все физические атаки сейчас эвейжу, мне не проходит урон. Единственный урон, который проходит, это от Марси последняя тычка. Все. Ни дебаф, ничего не проходит. Шикарно. Так, после мобов я, наверное, полностью сролюсь. Траксу я пока продал, она мне не нужна, как мы видим. В принципе, без охотников я хорошо справился. Хотя баф охотников дает 25%.
25%, что вылетит еще доп-тычка. В принципе, под Муэрту это хорошо, но у Муэрты есть свой, как бы, пассивный навык, который дает 50%. Это сильно. Мне бы спектра в двойку пришла, было бы хорошо. Спектра просто выходит, ну, спектра для меня как танк. То есть, она когда использует свои способности, она дает вот этих вот духов, и гриттеры отвлекаются на этих духов. Тем самым давая мне время, чтобы Муэрта настреляла еще. Так, Муэрта приходит. Я, наверное, сейчас сролюсь. Так, Ча пришла. Хан. Так, выставляем. Раз, два. Отлично, апгрейд есть. Но из плюсов... Да какой Зевс? Давай спектра плюс Муэрта. Спасибо. Посмотрите, с какими потугами я сделал себе Муэрту в тройку. Да ты издеваешься. Возьму кровавый череп, скипну вот эту палку. Вот сейчас у меня Муэрта в тройку. Обидно, конечно, что мне не пришло МКБ, либо хотя бы камень Кира. Пришло бы МКБ, либо камень Кира, было бы намного приятнее мне играть. Так, ну тут гриттер я выношу. Просто смотрите. Когда я нахожусь в своей способности, чел ничего не может мне сделать. Ну вот, как мы видим, второй гриттер меня выносит без шансов. Даже подышать не дает. 21 монетка у меня. На 41-м раунде я собрал Муэрту в троечку. Угу. А вон себе там... А ну напишите мне в комментариях, на каком раунде он собрал себе Марси. Если я не ошибаюсь, то на раунде 20-м. Короче, плюсы этого билда. Вечно находитесь в своей форме. В этой форме вы выйдете абсолютно весь физический урон, кроме магического и чистого. То есть все герои, которые наносят чистый урон и магический, они, соответственно, бьют по вам. Соответственно, можно сделать выводы, какие, естественно, сборки против вас очень хорошо работают. Ну вот, я сейчас Марс 1 на 1 остался, вот смотрите. Она попадает. Обалдеть. Я его вынес. Так, ну мне надо МКБ, и мне нужен камень Кира. Давай МКБ. Отлично, МКБ есть. Мне бы желательно теперь еще следующий ролл. Так, персик, ну... Сайленс не работает. Поэтому Сайленс я буду отдавать. Я возьму сейчас МКБ. Теперь в идеале, чтобы мне пришел камень Киры и бессмертие. Только вместо каких предметов я это буду делать. Ну, короче, там уже потом разберемся, когда придет бессмертие и камень Киры. Камень Киры я сразу закидываю и буду сжирать своих союзников, и тем самым себя увеличу. В своей способности она умеет увеличенный урон на 125. Ну, вот, кстати, вот, все. Вот один из минусов. Просто минус. Не знаю, наверное, охотников я все-таки возьму. Так, спектра апгрейднулась. Отлично. Спектра еще идет, берем. Обалдеть. Я сейчас немножко шокирован. Я попробую сейчас спектру закерить. Просто попробую. Ради теста. В любом случае, моему эрту выносил неплохо. Ясно. Не, явно это не спектра. Ну, кстати, я смотрю, Муэрта неплохо и без охотников справляется. Единственный, вот я же говорю, минус в том, что без экзорцизма доспеха я бы по-любому откисал в 110%. Сейчас уже 45-й раунд. Обалдеть. Ну, короче, я не буду керить спектру. Мне сейчас нужны предметы. Это камень Киры. Под камнем Киры я буду чувствовать себя намного лучше. С баншей предметы сейчас перекину в спектру. Я думаю, это будет намного лучше. Хотя не совсем уверен. Там еще чел имеет взгляд Азеса, и у меня из-за этого еще проблемы с регенерацией ХП. Но ладно.
У него 78 хп, у меня 3. Шансов, что я затащу эту игру, минимально. Божественный отпечаток упал. Отлично. Надо мне сейчас найти охотника. Сейчас буду ролить. Так, еще спектра. Давай еще спектру и будет замечательно. Давай спектру. Кстати, Хана я сейчас продам. И поставлю вместо него охотника, и божественный отпечаток отдам одному из своих. Может, это ошибка, то, что я Хана продавал, но на самом деле... Спасибо за камушек, спасибо. Так, тебе персик, себе... Так, так сейчас, секунду. Так, сюда, сюда. Вот так вот сделаем. Ну что, надеюсь, у меня что-то получится сейчас. Под Кира это я должен хоть что-то сделать. И я надеюсь, что мне сейчас одна спектра придет. Просто придет спектра, ее соберу в тройку, у меня будет нереально огромнейший танк. Давай, давай, давай! Души, души его! Муэрта. Конечно, так я ему буду овер долго хп снимать. Просто 71 хп. Я Траксу скипнул. Короче, я хочу взять Траксу. Она будет намного лучше танк, чем Бруда. Хотя на самом деле может и Бруду оставить. Но мне кажется, лучше Траксу, у него будет больше хп, чем у Бруды. Потому что Бруды я даю дебаф минус 50% хп. Как-то так. Как-то так. Просто. Боже, какая красивая муэрта под Кирой. Как же она разваливает. А, кстати, еще один минус Муэрты. У нее сразу становится только магический урон. Из-за того, что становится у нее магический урон, я думаю, сами понимаете, что если будет какой-то Хускар, вы ничего ему не сделаете. Вы просто будете все время бить магическим уроном и все. То есть, морские опасны для вас, потому что морские вас могут снести вообще запросто, без какой-либо... Ну, короче, это такая же тема работает, как против магов. Только тут вы 100% получаете магический урон. И ничего с этим больше сделать не сможете. У вас только магический урон. Вот просто обратите внимание, сколько магического урона у меня сейчас будет после первых тычек. Все остальные тычки у меня будут магические. Ну, кстати, количество тычек, как по мне, мало. И я бы добавил... Хотя, не, если Муэрту еще немножко бафать, это будет... Боже, я ему керри просто ваншотнул. Шикарно. Не, ну такое мне нравится, такое мне нравится. Ну что, получается камбэк? Камбэк? Так, давай, ну, спектру, пожалуйста. Спектру. Я сказал слово «пожалуйста». Спектру дай мне. Я хочу ачивку спектры в тройку. Это нереально хороший танк для меня будет. Дай мне мою спектру. Пожалуйста. Ну ты падло. Не дал спектру. На самом деле, у него очень много хп, у него невероятно сильная Марси. Мне против нее очень туго будет воевать. У нее сильные предметы, очень сильные. Мне еще с роллом не очень повезло на предметы. Вот реально не очень повезло. Я мог эти предметы раньше получить. Да и на самом деле, Муэрта просто ваншотнул. Снова ваншотнул Марси. Снова. Обалдеть. 50 раундов. Рошан. Так, Тракса сюда. Бруда, гуляй. Просто у Бруды 450 хп будет. Даже если я ее в двойку апну, ну, такой себе баф. Ну и, кстати, получается, какой-то алхимик не сможет убить Муэрту, если у нее не будет, точнее, если у алхимика не будет. Короче, с чем? Если алхимик тролль Кира против вас, то, получается, он ничего не сможет сделать. Потому что он просто не будет физическому урону наносить ничего. Хотя он сделает ведьмаков и тогда сможет. Шарбезная. Ну, такое себе шарбезная. Обидно, что, конечно, мне сейчас не пришел. Обидно, что мне не пришла спектра сейчас. Очень обидно. Так, эти предметы я скипну.
Может, мне получится все-таки сейчас найти бессмертие? Давай, бессмертие. Ну? Наверное, я думаю попробовать. Мне кажется, стоит попробовать. По-любому стоит попробовать. Да, я так сделаю. Или... Короче, боже, какой плохой рандом. Вы оцените этот рандом. Ники расы. Наверное, щит отражения стоило взять. Кстати, он поменял Марси местами. Так, не бей меня! Вот смотрите, я сейчас нахожусь в Куроне в своей форме, и он мне ничего не смог сделать почти. Но сейчас он делает, и больно делает. Так, бей, 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 бей! Так, живи! Муэрта. Ну, получается, скорее всего, это камбэчное. 1-1 хп сейчас остался. Просто 1-1 хп. Один раунд. Очень обидно, что мне из спектра не пришла. Просто за 52 раунда... Я 10 уровень взял на 24 раунде. Ну, за 52 раунда можно было бы, чтобы, ну, подкрутить немножко мне, чтобы спектра пришла в троечку, а? Короче, если сейчас мне все повезет, все прокнет как надо, я вынесу его. И заберу топ-1. Но если же мне сейчас не прокнет, а такая вариация возможна. Давай, давай, Муэрто, я в тебя верю. Просто набивай. Бей. Бей, как никогда в жизни не била. Представь, ты на Диком Западе. Просто представь, что ты на Диком Западе. Стреляй. Ну нет. Ну не, живи. Ну живи, живи. Боже. Как это обидно. Как это обидно. Просто 505 золота стоит мой стол. 505 золота. 50... ну, ему нереально повезло. Ему очень сильно повезло. Моя Муэрта. На самом деле, было бы у меня бессмертие, я бы поменял на маску 5 тира. И скорее всего, я бы эту Марси просто ушатал бы без единого шанса. Но, как итог, мы видим результат. Топ-2, обидная топ-2, максимально обидная топ-2. Мне очень поздно приходила Муэрта. Да, у меня был до этого хороший стол. Да, все шикарно. Что, короче, подведем итоги по этому герою. Герой получился хорошим, сбалансированным, не имбой. Он реально не имба. Законтрить его, как два пальца об асфальт. Эльфы законтрят. Морскими законтришь вообще в нулину. Если у тебя, допустим, вот как мы видели сейчас, много магического сопротивления, ты ничего не сделаешь. Если против тебя будет какой-то хускар, и на самом деле самый рофл в том, что один хускар. Без какого-либо усиления ты просто хускара не пробьешь. Мне кажется, мало тычек они сделали. Да, там сама по себе способность очень сильная. Она имеет встроенный шанс, то, что вылетит вторая тычка. То есть это 30, 40, 50%, что вылетит вторая тычка. Это прикольно. Под охотником, я думаю, это вообще развал. Я с охотниками не тестировал, но я по-любому покажу вам билд с охотниками через Керри Муэрту. И я думаю, это будет овер сильно. Настолько сильно, что прям глаза на лоб вылезут. Ну, утрирую, конечно, но я думаю сильно. Кто уже потестировал, я жду ваших комментариев по поводу этому герою. И, ребят, понравился ролик, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Кстати, в своем телеграм-канале я написал пост по обновлению этой игры. Там вся информация есть, кому это интересно, подписываемся, не стесняемся. И там у нас есть чат комьюнити, где мы все общаемся. Так что, ребят, лайк, подписка на YouTube, подписка на телегу, ну, комментарий в поддержку моего ролика. А так, всем огромное спасибо и всем удачи.